Под прошлым моим видео со сборкой компьютера в маленьком корпусе от Cooler Master многие высказывались о том, что зря я собрал систему на чипсете H270 и с откровенно слабой видеокартой. Сегодня я предлагаю посмотреть вам на небольшое обновление железа моего компьютера. В этой сборке я обновлю свою оперативную память с 16 гигабайт частоты 2400 до 32 гигабайт частоты 3333 МГц. Также, соответственно, обновлю материнскую плату на чипсет Z270, чтобы я мог разогнать процессор и память. И также обновлю свою видеокарту 1050 Ti на RX 580 на 8 гигабайт. Еще прикупил своей СВО второй кулер и поставлю его со второй стороны, чтобы лучше продувалось. Также добавлю в материнскую плату датчик мониторинга температуры окружающего воздуха, чтобы качественнее проводить тесты. Поэтому видео будет интересно, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Для начала рассмотрим кит оперативной памяти. Не то чтобы 16 гигабайт не хватало, но для рендера много памяти никогда не бывает. Так как я обновил уже материнскую плату на чипсет Z270 и на ней я уже мог использовать оперативную память, которая работала на частотах выше, чем 2400, поэтому и мою оперативную память тоже мне пришлось поменять. Поменял же я ее на кит-набор Kingston HyperX, тоже DDR4, естественно, но двумя планками по 16 гигабайт с двумя XMP профилями на 3000 и 3333 МГц. В конце видео я покажу тесты сравнения скорости оперативной памяти в зависимости от ее таймингов, объема и частоты. Также давно стал остро вопрос, на что записывать голос моих видео, так как петлички на iPhone уже откровенно было маловато. Пришлось прикупить вот такой вот рекордер Zoom H5. И последние пару видео я уже озвучил, записывая голос на этот рекордер, поэтому в принципе вы уже последние пару видео могли его оценить. Как по мне, качество его просто обалденно, и с головой его хватает. В принципе, мне бы более чем достаточно было Zoom H1, но решил уже брать так брать. Осталось докупить к нему пару съемных насадок и буду вообще доволен. Микрофоны, которые идут в комплекте с рекордером, они не все направленные. Они пишут звук под достаточно острым углом, направленный на них. Поэтому всенаправленный микрофон придется приобрести. Также прикупил за копейки вот такой вот качественный поп-фильтр. Он оказался абсолютно лишним, так как в комплекте к рекордеру есть вот такая ветрозащита, и она справляется абсолютно не хуже, если даже не лучше, чем этот поп-фильтр. Но выглядит, конечно, так себе. В принципе, если я буду устанавливать его на штатив, то буду применять тогда поп-фильтр. Не сказать, что система охлаждения не справлялась с моим i7 7700K, но на старой материнке я не мог его разогнать выше частоты 4,5. На новой материнке я смогу это сделать, соответственно, температуры его будут расти. И для того, чтобы улучшить поток воздуха, я прикупил второй кулер к моей СВО и поставлю второй кулер с обратной стороны радиатора на выдув, чтобы два кулера были с двух сторон радиатора. В конце видео я покажу тест, на сколько градусов мне удалось снизить таким образом температуры. Он абсолютно идентичен комплектному кулеру, также имеет RGB подсветку, которая поддерживает все современные технологии всех материнских плат.
На моей материнской плате всего 3 разъема для кулеров, но даже не это оказалось узким местом. Дело в том, что мне нужно синхронизировать обороты кулеров, которые расположены спереди и сзади радиатора СВО. И если два радиатора будут подключены в разные разъемы питания материнской платы, то мне придется их вручную устанавливать, и не факт, что они будут одинаковые. И эту проблему можно решить за небольшую плату вот таким вот переходником. Вы можете заметить, что один из разъемов 4-контактный, а один разъем 3-контактный. Это не ошибка, так и сделано. Просто материнская плата должна считывать обороты одного кулера и по нему ориентируясь давать напряжение на оба, потому что через один разъем 2 кулера материнская плата не способна мониторить. Также новая материнская плата имеет на своем борту разъем 2-контактный для подключения вот такого датчика температуры. Я его выведу на переднюю панель корпуса и буду таким образом мониторить температуру воздуха, который будет поступать непосредственно в кулер СВО. Ну и, конечно же, пришлось мне заменить мою видеокарту с GeForce 1050 Ti на 4 гигабайта на вот эту RX 580. Доплатил я всего на замену около 500 гривен, потому что тоже как бы брал ее бэушную. Эта видеокарта по производительности равна или немного превосходит 1060. Например, в проектах на DirectX 12 она может даже немного уступать 1060. Но вот на проектах, реализованных на Vulkan, она будет значительно превосходить 1060 и быть чем-то средним между 1060 и 1070. Занимает она всего 2 слота и имеет всего 2 вентилятора. Хоть сама эта видеокарта и имеет режим бесшумной работы, когда кулера ее останавливаются, но это происходит очень редко. Сама видеокарта даже в небольших нагрузках в принципе уже много потребляет, сильно греется, поэтому вентиляторы работают почти всегда. На бэкплейте вы можете заметить 2 медицинских лейкопластыря, это так надо, потому что, например, предыдущую свою видеокарту 1050 Ti я когда снимал, то я заметил, что стикеры гарантийные на ней были повреждены, а повредились они SATA кабелем, который был там очень тесно расположен. И чтобы не совершать таких ошибок в дальнейшем, потому что корпус у меня маленький и все устройства расположены рядом друг с другом, я решил выкрутиться и сберечь гарантийные стикеры на будущее вот таким нехитрым способом. Кстати, метод показал себя очень удачным, всем рекомендую. На видеокарте также есть 2 микросхемы BIOS, и между ними можно переключаться вот этим рычажком. Не скажу, что сильно полезная функция, но если вы любитель поэкспериментировать с разными версиями BIOS, то это незаменимая для вас вещь. Я не знаю, какой там был прошит второй BIOS, я переключатель переключал, потом по-разному тестировал видеокарту и никаких изменений, по крайней мере в монтаже видео и в играх я не заметил. Возможно, для майнинга были бы какие-то отличия, но я майнингом не занимаюсь. И вот, наконец, то, насчет чего больше всего было хайпа под тем видео, это замена материнской платы. В принципе, она идентична предыдущей, кроме того, что поддерживает разгон процессора, поддерживает оперативную память на высоких частотах.
также имеет на себе разъем для подключения ранее упомянутого датчика температуры. Покупал я ее бэушной, тоже в этом магазине, по очень хорошей цене. Внешне она, естественно, мало чем отличается от предыдущей моей, кроме того, что имеет второй радиатор на цепи питания памяти. Также она обладает разъемом USB Type-C версии 3.0. А также вы можете заметить вверху слева разъем для подключения USB разъемов, расположенных на передней панели материнских плат. Здесь вы можете видеть, как немного отличается расположение разъемов для питания кулеров. И на старой материнской плате их расположение нравилось мне немного больше. Сам датчик температуры подключается вот в этот двухпиновый разъем, который находится над радиатором чипсета, спаренным с радиатором SSD. Вверху расположена плата на чипсете H270, внизу на чипсете Z270. Система питания памяти и процессора выглядит значительно интереснее, чем на чипсете H270, плюс она поддерживает второй радиатор, а на старой материнской плате был всего один. В принципе, я бы ее купил бы сразу, просто когда я их покупал, бэушных их не было, а разница с новой была существенная, больше $100. Вот приступим к сборке этого железа. В принципе, много этапов, которые я проходил в сборке в том видео, я упущу, остановлюсь только на главном. Один из минусов маленьких корпусов — это то, что их очень долго и геморно разбирать и собирать все заново. И на 3-4 раз уже не сильно это и хочется делать. Для начала заменю процессор. Делать это требуется крайне осторожно, поэтому до самого последнего момента мы не снимаем защитную крышку сокета. После фиксации процессора в сокете крышка сама отпадает и возвращаем ее на место предыдущей материнской платы. Потому что если случайно согнуть ножки сокета, это выйдет в нехилый ремонт. В самом пластиковом корпусе сокета вы можете увидеть выемки под большие пальцы. И процессор нужно держать именно так, как сейчас держу его я. Тогда вы сможете его мягко и аккуратно положить на сокет.
сверху и снизу сокета вы можете видеть те самые два выступа под пальцы. Для установки оперативной памяти нужно отогнуть всего лишь два фиксатора с одной стороны. На разъемах DDR4 оперативной памяти чаще всего эти фиксаторы расположены с одной стороны, но встречаются материнские платы, на которых фиксаторы расположены, как и раньше, с двух сторон. Как вы видите, термопрокладка немного потекла, но это не является какой-либо проблемой и также не является гарантийным случаем. Это всего лишь жидкий силикон, это абсолютно обычное дело. Особенно те, кто занимается майнингом, знают, насколько прокладки могут течь. Тем более вот такие, такого большого размера. Для того, чтобы правильно установить радиатор, я использую зубочистку. Я вставляю ее в оба отверстия и кладу радиатор так, чтобы зубочистка оставалась в вертикальном положении. И все, как вы видите, с первого раза все получилось. Также силиконовую прокладку на радиаторе с предыдущей материнской платы нужно обязательно прикрыть чем-нибудь, иначе она будет высыхать. Установка второго кулера не вызвала никаких проблем, кроме того, что в будущем, если я захочу поставить еще один жесткий диск 3,5 дюйма в этот компьютер, то у меня осталось для него всего одно место, это между вентилятором и материнской платой. И вот болты крепления кулера вот такого размера, они просто не позволят мне это сделать. Соответственно, когда я буду ставить следующий жесткий диск, мне придется придумать какие-нибудь другие болты, которые не будут мешать установке второго жесткого диска. В предыдущей сборке у меня как раз оставался один запасной разъем для подключения RGB ленты, и он как раз пригодился для этого второго кулера. На всякий случай зафиксирую их изолентой, так как надежность этого соединения, мягко говоря, вызывает сомнения. Также в первую очередь нужно не забыть поставить крепление для помпы на материнскую плату. Иначе потом, когда собрав уже полностью компьютер, вы захотите поставить помпу и поймете, что вам теперь все заново нужно разбирать. Так как в этом корпусе снизу нет отверстия, чтобы можно было подобраться к задней стенке материнской платы. Далее проходит рутинное подключение всех разъемов.
В этот раз я использую термопасту КПТ-19, но не простую, а алюминиевую, то есть с примесью алюминиевой стружки. С ней будьте осторожны, она заявляется как токопроводящая, но если наносить тонким слоем, то даже при высоких температурах она держит свою вязкость и за год, за два не высыхает и не растекается. К разъему материнской платы CPU Fan подключаем тот самый переходник на два кулера. К четырехпиновому разъему переходника я подключаю передний кулер, а к трехпиновому подключаю второй, внутренний кулер. Вентилятор 80 мм я решил оставить, тем более здесь он будет как никогда кстати, так как он напрямую обдувает радиаторы зоны ВРМ. Также подключу датчик температуры, чтобы мониторить температуру воздуха, который поступает в сам радиатор непосредственно. Ну и куда же без изоленты. Решение это пока временно, посмотрю, как себя поведет такое расположение датчика. Больше всего сложностей вызвало подключение разъема для питания RGB-ленты. Но если посмотреть с обратной стороны корпуса, то через отверстие на материнской плате можно все рассмотреть и вполне удобно подключить. Места для кабель менеджмента здесь почти не осталось, но сделал, что смог. Также в отсеке для привода я оставил разъемы для питания жесткого диска и еще один SATA кабель, для того чтобы я мог подключать временно другие жесткие диски. Перед окончательной сборкой все включаю, проверяю, все крутится, ничего не мешает, все очень красиво. Жесткости кабеля датчика температуры вполне достаточно, чтобы поток воздуха его не затянул внутрь.
Данная видеокарта требует два подключения. 8 пин, точнее один 8 пин, другой 6 пин. Но у меня в наличии был только один кабель от блока питания, поэтому я прикупил ему самодельный вот такой второй кабель, который по качеству оказался лучше заводского. В принципе, этот 80-миллиметровый кулер, практически его не слышно, поэтому убирать его я не видел никакого смысла. Кстати, сетка на передней крышке корпуса выполняет также роль пылевого фильтра, потому что пыль на ней оседает буквально за пару дней. Антенны я пока не установил. Если помните, на тот корпус я уже ставил антенны от обычного роутера, и они показали себя гораздо лучше, чем встроенная. Если помните, то когда я пытался охладить мой процессор даже без разгона обычным радиатором, хоть и качественным, то его температура в стресс-тестах и в рендере сразу переходила за 90 градусов, поэтому я их никогда больше минуты не проводил. Но потом я поставил СВО, и температура упала значительно, а с двумя кулерами она в среднем упала еще на 4-6 градусов. Также на этой материнской плате я смог разогнать и оперативную память, и процессор, и вы видите, что в синтетических тестах показатели значительно выросли. Так что как минимум здесь разница уже видна и ощутима. Сравнивая новую оперативную память и старую оперативную память, тоже можно заметить, что ее показатели выросли и значительно. Почти в 2 раза. Также сильно заметно на память влияет и разгон процессора. В играх еще на старой оперативной памяти видеокарта RX 580 справлялась на ура. Для игр мне ее вполне хватало. Но вот когда вопрос коснулся рендера видео, то вылазило очень много проблем, потому что многие из тех эффектов, которые я использовал в моей программе для рендера Premiere Pro, они просто не работали корректно на видеокарте от AMD. И помучившись пару месяцев, я пришел к выводу, что просто нужно видеокарту поменять опять на NVIDIA, чтобы были в наличии CUDA ядра. И нашел по очень вкусной цене видеокарту 1060 на 6 гигов, немного разогнанную с завода. И обменяв свою RX 580 на эту, я даже ничего не переплатил. Плюс, в чем я еще сильно выиграл, это в тишине и температурах видеокарты, потому что старый корпус на RX 580 постоянно был горячий, постоянно был шумный, и хоть там, повторюсь, и была функция отключения кулеров видеокарты при низких температурах, но температуры всегда были высокие, даже в небольшой нагрузке я запускал браузер, пару роликов на YouTube посмотрел, и температуры уже сразу вырастали до тех, когда включался кулер. И даже вы можете в играх посмотреть, что в принципе даже в танках скорость вентиляторов достигала 1700-1800 оборотов.
Ну, даже вот сравнивая с моей 1050 Ti, ну, я таких оборотов не встречал, а в танках она могла вообще работать бесшумно, не включая кулера. В принципе, в этой карте есть те же самые плюшки, как и в предыдущей. Это индикаторы питания и разъемы для подключения двух внешних кулеров, которые будут спаренно работать с кулерами видеокарты. И я посчитал, что в принципе с этими тремя кулерами видеокарты в моем корпусе установлено 7 вентиляторов. Подсветка здесь очень минималистичная. Подсвечивается вот эта надпись Republic of Gamers и две горизонтальные полосочки на передней панели видеокарты. И, кстати, она требует всего один разъем питания 8 пин. Нашел в корпусе такой вот желоб и в нем проложил провод для питания видеокарты. Ничего не имею против видеокарт от AMD, но это был, наверное, мой третий по счету эксперимент с их продукцией, и, скорее всего, я уже к ним никогда не вернусь. В принципе, мне очень нравится, как сейчас выглядит. Тем более, что подсветка видеокарты сейчас синхронизируется с подсветкой всего корпуса материнской платы, потому что материнская плата тоже Asus, и у них есть общая программа подсветки Asus Aura, которая синхронизирует их. В играх, повторюсь, я абсолютно ничего не потерял. Меня, в принципе, игры вообще мало волнуют. Мне главное, чтобы работала программа монтажа. Даже не то, как она будет долго рендерить мое видео. Мне надо, чтобы сам монтаж был комфортен. Пусть программа рендерит видео хоть 2 часа, меня это не волнует. Главное, чтобы те несколько часов, которые я провожу за монтажом, чтобы они были комфортны и без ошибок работали. Ну и в играх хотелось бы тоже достаточной производительности. Монитор у меня не 144 Гц, а только 60, поэтому в принципе гнаться за производительностью видеокарты 1070 Ti, которая дала бы мне 144 FPS, мне не особо важно. И вот сейчас предлагаю посмотреть на результаты рендера в программе Premiere Pro. Как мы видим, что на старой видеокарте, старой материнской плате с оперативкой один и тот же участок видео длился 9 минут 47 секунд. Далее, после замены видеокарты, время сократилось в 2 раза, но после обновления на видеокарту 1060 и разгона процессора до 4.9 частоты, производительность по сравнению с первым вариантом сборки выросла в 3 раза.
Если честно, сейчас уже, наверное, трудно подсчитать, сколько в итоге мне обошелся компьютер, но я думаю, что вложился я в него где-то в $1100, не больше. И я считаю, что за эти деньги это очень хорошая производительность. Если вам было интересно это видео, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, и тогда не пропустите очередную мою сборку. Кстати, скоро она будет на канале. Ну а пока всем удачи и до скорых встреч.